Если вы думаете, что приехав на выходные в Аркадию утром, вы можете позагорать на свободном пляже, увы, спешу вас разочаровать. Наверное, вам это не удастся. Так живет Аркадия с утра, а мы перемещаемся с вами в вечер. Всем привет из Одессы! Мы приехали с вами в Аркадию, и я уже в шоке. Думаю, сейчас и вы в нем будете тоже. Что вам сказать? Как всегда, а в Аркадии просто миллионы людей. Лето – время романтики, и это подтверждают такие прекрасные, невероятно красивые букеты, которые мужчины дарят своим любимым. Хочу вам сказать, что в Аркадии действительно аншлаг. Во-первых, выходные, во-вторых, лето, а летом Аркадия – это то место, где действительно не проехать, не пройти. Заранее говорили еще месяц-два назад о том, что в Одессе уже жилье на лето зарезервировано на 75%. Мне кажется, в пик сезона буде забито все на 100%, тому що майже всі українці з різних куточків нашої чудової країни їдуть відпочивати на море, саме до Одеси. Magnolia Town was humming. Smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia Town was humming. Smoke lay on the ground. В Аркадии, конечно, музыка, все заведения вот включают музыку один громче другого, разговаривать вообще невозможно. Отошла немного в сторону, и сейчас вижу некоторые заведения просто очереди. Все хотят поужинать с видом на море именно в Аркадии. Вот посмотрите, ресторанчик, а в него вот такая очередь. Это ж как надо любить крымско-татарскую кухню, чтобы так долго стоять в очереди. Можно очень сильно... не только крымско-татарскую кухню люди любят, еще любят рыбку. Это ресторан Черноморка. Вот, наверное, за черноморской рыбкой все и выстроились в очередь. Многие еще посещают Черноморку, потому что любят устрицы. И здесь их большой ассортимент. Хочу с вами сюда заглянуть и вам их показать. Цены на устрицы здесь указаны прямо на контейнерах с ними, и начинаются они от 98 гривен и до 200 гривен за одну штучку, все зависит от сорта. Я не любитель именно устриц, хотя очень люблю морепродукты, поэтому обычно на них только смотрю. Ну а мы с вами идем дальше. Вот не успела я... Поедем домой. А? Мы поедем домой. Хорошо. Не успела приехать в Аркадию, сразу встретила нашу зрительницу Виолу. Виола из Одессы и живет сейчас в Швейцарии. Но одесситы так любят наш город, что всегда хотят вернуться хотя бы на недельку, на две. И самое интересное, посмотрите на загар Виолы со Швейцарии и на мой из Одессы. Мы хотим привет передать прям с одесских пляжей в Швейцарию. Моей дочке Соне, Томасу и Виктории, моей маме. Большой вам привет из Одессы. Обязательно приезжайте. Приезжайте. Да, даже на пляже тишины я не найду. Сейчас вечер. Уже 8 часов вечера. А люди с пляжа, по-моему, не собираются уходить. Вот девочки даже кукурузку грызут. 8 часов вечера. На пляжах еще много людей. И знаете, вот так посмотришь, такое чувство, что люди отсюда и не уходят. Уже солнце зашло, скоро стемнеет. Есть быстрый способ из Аркадии попасть на Лонжерон или с Лонжерона в Аркадию. Вот такие электромашинки, они едут 7 километров. И стоимость, я узнала, на сегодняшний день составляет 200 гривен. Так что, если хотите быстро попасть на Лонжерон или туда и обратно, то, пожалуйста, покупайте билетик и отправляйтесь на прогулку. Наступил вечер, и возле одних из самых известных одесских пляжных клубов уже начинают появляться
очереди. Мы проходим с вами Редлайн, здесь проходит какая-то вечеринка, и идем в сторону Итаки и Ибицы. В Ибице сегодня большая очередь, потому что приезжает Одиссей. У него сегодня выступление, а на него, как правило, билеты раскупают очень быстро. Кстати, в этом году Ибице, если я не ошибаюсь, исполняется целых 25 лет. И в такие моменты задумываешься, как же быстро все-таки летит время. Ну, это наша известная ротонда, которая в этом году уже не является пустой. Здесь открылось новое заведение, которое называется Руф. Ну, конечно, мне кажется, оно достаточно популярным будет среди туристов из-за своего вида, потому что вот так с Аркадии на весь город, на море не везде можно посмотреть. Особенно здесь, конечно, красивые закаты. Несмотря на то, что вечер, многие еще продолжают плавать в море. I read your silence louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing. В Аркадии мало вот этой саранчи, которая захоронила наш город, но все же иногда попадается. Видите, тут, к сожалению, одну уже растоптали. Аркадия — это курортное сердце Одессы, можно сказать, потому что здесь каждый найдет отдых на свой вкус. Но, конечно, если вы любите тишину, я всегда говорю, это в выходные место точно не для вас. Но если вы хотите хорошо, весело провести время, поразвлекаться, то тогда вам именно сюда. Здесь, как вы видите, даже есть различные аттракционы, на которые все получают адреналин, если им его не хватает. Так, поговорить у нас с вами в Аркадии не получится. Могу только показывать, что здесь происходит. Пора отсюда выходить. Мы с вами уходим. А посмотрите, такое чувство, что вся Одесса сегодня идет в Аркадию. К счастью, у нас тихий вечер, нет и не было никаких воздушных тревог, поэтому сегодня одесситы могут выдохнуть. У нас ежедневный стресс. У нас была тяжелая зима, поэтому каждый хочет запомнить приятные моменты этого лета. Только отходя подальше куда-то от Аркадии, мы можем с вами поговорить. Конечно, снимать в субботу видео в Аркадии практически невозможно. Очень шумно. Иди за мамой. Я не понимаю, почему заведения стараются друг друга перекричать, ведь и так все знают о их существовании. Везде пробки, и даже если ты уходишь от Аркадии и дальше идешь по Генуэзской, смотрите, сколько людей. Раньше, знаете, у нас после 10 ночная клубная жизнь начиналась, а сейчас она начинается в 7 часов вечера, наверное, чтобы до 12 все успели доехать домой, потому что комендантский час. Смотрите, какая пробка, особенно в сторону Аркадии. У нас недавно сделали в сторону Аркадии 2 полосы, и все равно это не помогло. Автомобилей много. Почему здесь так много людей? Потому что здесь плато, и на плато, во-первых, много молодежи живет, а во-вторых, много квартир покупаются под инвестиции, и потом они сдаются в аренду, поэтому многие туристы, когда приезжают, куда они хотят селиться? Конечно, они хотят жить где-то поближе к Аркадии, к морю. Поэтому аренда квартир в летний сезон здесь очень прибыльно. А вон, посмотрите, какая луна красивая, просто невероятно. Скажу вам честно, я после этой Аркадии даже забыла то, что я хотела сказать. Потому что настолько громко играет музыка, что я думаю, потом выйду, будет тише скажу, потом выйду, будет тише скажу. Вот что аж забыла. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо, что когда видите меня, отзываетесь. Поверьте, мне очень ценно. Я знаю, что нас смотрят приятные, замечательные люди. Спасибо вам большое за все ваши комментарии. До встречи в следующем видео из Одессы. Всем пока-пока.